Мы постепенно приближаемся к окончанию очередной фазы в eFootball, но даже это не мешает компаниям сменять друг друга. И после бразильской карнавальной кампании у нас стартует очередная, уже такая менее тематическая кампания, но которая привнесла с собой достаточно интересный контент, а именно нового легендарного игрока, которого мы можем получить на халяву. Более того, в игре появился очередной пак на 50 игроков, но с одним эпиком, то есть почти что около халявный пак. В общем, обо всем этом и не только предлагаю поговорить в рамках очередного обзора оперативного обновления. Ёбаный рот, это вот казино, блядь. А на PlayRock с нулевой комиссией на пополнение Steam злиться не придется. К слову, PlayRock — это топовый маркетплейс, где ты найдешь сотни игр, донат, ключи, предметы и все это по самым выгодным ценам. Удобные способы оплаты, быстрая выдача и круглосуточная поддержка по любым вопросам. Метовые паки в eFootball продолжают появляться, и чтобы быть готовым к очередному эпику или бигтайму, можно закупиться монетами по выгодным ценам, так еще и со скидкой. Выбираем любой понравившийся нам вариант, оплачиваем его удобным способом по карте или СБП, и товар спустя минуту уже у нас. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. Пополнение Steam без комиссии и даже Telegram звезды. Закупайся цифровыми подарками на PlayRock по ссылке в описании. На этот раз компания не посвящена какому-то конкретному событию, не к приближающимся матчам национальных сборных, не к вернувшейся Лиге Чемпионов, поэтому она имеет такое вот громкое для серии PES название «The Pitch is Ours». Это предыдущий слоган, который светился во времена серии PES. И вот теперь мы наблюдаем кампанию с подобным названием, только уже в рамках eFootball. Она на самом деле, опять же, событийно как-то не примечательна, зато примечательна контентом, который она с собой привнесла. А именно, возможность заработать целых 400 золотых монет, 300 из которых можно заработать по ходу кампании, то есть играя матчи, и 100 монет мы можем получить за вход в игру на протяжении 2 последующих недель. К слову, да, эта кампания будет длиться всего 2 недели. 2 недели, то есть 13-14 дней, и на протяжении этих дней мы будем получать по одной крутке на пак из 30 футболистов. В этом паке присутствует новая легендарная эпическая карточка Дика Кьюита. На самом деле, с одной стороны, не самый такой примечательный игрок именно для эпика. То есть это далеко не тот персонаж, которого многие, наверное, хотели бы, но это не отменяет того, что в игре он получился как минимум интересным на бумаге. Не знаю, как он будет по игре, как он чувствуется на поле, но на бумаге он выглядит действительно интересно. Ибо Кьюита наградили позиции флангового нападающего с аналогичным стилем, то есть продуктивный вингер. Но при этом для вингера у Кьюита просто какие-то фантастические цифры реализации, силы удара и вот самой реализации непосредственно. И поэтому его смело можно заигрывать на позиции центрального нападающего, или оттянутого форварда. Причем на позиции ЦН у голландца будет рейтинг 105 пунктов или 106 при определенных тренерах. Это неотображаемый рейтинг, но все-таки, то есть это говорит о том, что это фланговый нападающий прям с хорошей такой реализацией и нацеленностью на ворота. Обычно у вингеров оно как-то более сбалансировано, где-то между ударами и пасами, либо же с упором на что-то одно. Либо бегунок без паса, либо такой техничный, но без скорости и так далее. У Кьюита же именно нацеленность на ворота. И вот вроде бы все здорово, да, но навык, которым его наградили, как бы отчасти подтверждает то, что я сказал ранее, но с другой стороны сильно лучше Кьюита не делает, потому что это нацеленность на ворота. Блядский, как мне кажется, навык, который, может быть и дает эффект после там ударов 4-5, но надо ли оно за одного футболиста наносить такое количество ударов, просто чтобы навык заработал во всей красе? Вопрос достаточно спорный. Поскольку у нас четверг, Konami не могли пройти мимо донатных паков, и чего-то интересного они не придумали, где можно было бы запихать 3 футболистов не для шоу-тайм набора, не для эпического пака, поэтому на этот раз мы увидели очередной
очередной пак на 50 игроков, и только с одним эпическим футболистом. И на самом деле я только приветствую такие паки, потому что они, ну, более-менее доступные, и для тех же фри-то-плейщиков, если кто-то копит и кто-то ждет, ну, есть возможность обзавестись интересной моделькой. И именно подобными паками, именно подобными действиями Konami подсаживают даже таких игроков на небольшую карточную лудоманию. Но, с другой стороны, я не совсем доволен выбором игрока, которого они решили впихнуть в подобный пак, потому что это Кристиан Вьери. К нему, как таковых, вопросов нет, точно так же, как и претензий. В принципе, неплохой такой охотник за голами. Но проблема в том, что он уже появлялся в 26-й части в рамках пака из 3 футболистов, когда у нас был набор по игрокам сборной Италии. И вот, казалось бы, он появлялся в игре, по цифрам он чуть-чуть слабее, вот предыдущей, позапрошлой донатной карточки. Но зачем вот впихать в подобные вот, ну, в каком-то смысле интересные наборы игроков, которые уже светились в игре? Там Батистута в паке за 500 золотых монет, несмотря на то, что он ранее светился в донатном наборе. И та же самая история с Вьери, он так и вовсе был в паке на 150 футболистов, теперь в паке на просто 50 игроков. В общем, мысль моя такая, что было бы здорово увидеть вместо Вьери кого-нибудь другого, кто в игре появляется намного и намного реже. Рубрика «Команда недели» — это команда недели. В принципе, что можно сказать? Команда недели, как и всегда, полное дерьмо. Вот, давайте будем честны. Команда недели уже давным-давно не представляют особого интереса. Но даже так есть некоторые футболисты, которые могли бы в каком-то смысле привлечь ваше внимание. В обычной команде недели это Шешка. Если вы заглядывались на его шоутаймовскую карточку, то, в принципе, это возможность обзавестись, ну, чуть более слабой версией, но которая все еще не без своих прелестей, скажем так. Потому что Шешка — это нападающий с 2 рабочими ногами. По цифрам общего рейтинга также неплохо смотрится Эрик Гарсия, но по характеристикам своей модельки, по своему росту, по своей устойчивости против каких-нибудь Ван Бастонов, Роналду, я не знаю, Гулитов, ему будет, наверное, проблематично играть. Но в то же время Эрик Гарсия из числа тех центрбэков, у которых есть цифры пасов, то есть в теории он бы мог начинать атаки длинными забросами на нападающих, но как будто бы на этом его плюсы и заканчиваются. Из пака команды недели по Лиге Чемпионов более-менее интересно выглядит Дуэ, но только при том условии, если вы уже не задрачиваете его карточку из круга почета с тем же самым пикирующим соколом. Пак на понедельник, и как будто бы это своего рода откровение, потому что, во-первых, мы начинаем неделю с шоу-тайм пака, а во-вторых, это пак, посвященный игрокам Лиги 1. А как вы все знаете, Konami не то чтобы часто обращаются к контенту, посвященному этому чемпионату, несмотря на наличие общей лицензии на Лигу 1. Но да, причем пак будет посвящен таким заметным футболистам со знакомыми нам фамилиями и неплохими модельками на самом деле. В частности, мы увидим Уильяма Паччо, Мейсона Гринвуда и Эндрика, который после перехода в Лион, ну, неплохо себя так начал проявлять. Правда, за последнее время чуть-чуть подутих. И вот если подбор игроков радует, цифры у них тоже неплохие, то сильно разочаровывают навыки. Потому что, опять же, во-первых, Мейсона Гринвуда оставили только с 1 навыком, тогда как тому же Паччо дали 2 навыка. Эндрику, ну еще как будто бы ладно, более-менее. Но вот из-за Паччо Мейсона Гринвуда оставили только с 1 донатным навыком, со взрывным ускорением. Тогда как Эндрику дали хоть и 2 навыка, но все 2 навыка крайне пососные. Это нацеленность на ворота и сильный удар низом. Ну, по сути, для центрального нападающего, коим и представлен Эндрик, это просто какая-то пососная хрень. Не знаю, будете ли вы со мной согласны или же нет, но если нападающий появляется без навыков со скоординированными ударами, то автоматически этот нападающий полный посос. Нет, ну правда. Хорошие цифры для нападающего, хорошее умение атаковать, реализация, просто какое-то безумное ускорение, причем даже есть сила удара, и для невысокой-то модельки Эндрика хорошие цифры устойчивости. Даже у Ромарио, заслуженного карлика eFootball, подобные цифры намного меньше. Но навыки, блять, нацеленность на ворота и сильный удар низом. Да, мы знаем, что у Эндрика сильный удар низом. Ну, блять, навык-то зачем ему этот пихать? Или нацеленность на ворота? Зачем, когда у него и так неплохие цифры? И умение атаковать, и реализации, и сила удара. В общем,
этот момент крайне разочаровывает. Мейсон Гринвуд выглядит интересно, как и по общему рейтингу, так и по разбросу цифр, но вот единственное, что опять же разочаровывает, это только один навык, взрывное ускорение. Хороший навык, но те же самые удары скоординированные, мне кажется, ему бы тоже не помешали, учитывая, что Гринвуд в Лиге 1 отличается, ну, стабильно так.